Дорогие искатели истины и волшебства, здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам удивительное путешествие вглубь себя. Вы когда-нибудь чувствовали, что обладаете чем-то большим, чем просто интуиция? Что внутри вас скрыты силы, о которых вы даже не подозревали? Возможно, вы тот самый экстрасенс, который только и ждет своего часа, чтобы проявить свои способности. Представьте себе волшебный сад, наполненный удивительными игрушечными фруктами и овощами. Каждый из них – это ключ к раскрытию ваших скрытых экстрасенсорных способностей. Выберите 2 из них, и я расскажу вам, какие удивительные силы в вас таятся и как их можно развить в повседневной жизни. Ясновидение и предсказание – это ваши скрытые дары, которые символизирует вишня. Эти способности позволяют вам заглядывать за завесу времени, видеть будущее и понимать события, которые еще не произошли. Возможно, вы уже замечали, что ваши сны иногда сбываются, или что вы интуитивно предугадываете, что должно произойти. Ясновидение может проявляться в различных формах, от ярких снов и видений до внезапных озарений и предчувствий. Этот дар требует особого внимания и практики для полного раскрытия. Для развития ясновидения начните с ведения дневника снов. Это поможет вам лучше понимать свои видения и находить закономерности между снами и реальными событиями. Записывайте каждый сон подробно, обращая внимание на детали и эмоции. Со временем вы начнете замечать, как ваши сны связаны с будущими событиями. Ведение дневника поможет вам не только улучшить память о снах, но и развить способность к их интерпретации. Анализируя свои записи, вы сможете лучше понять символику своих снов. Медитация – еще один ключ к развитию ясновидения. Практикуйте медитацию ежедневно, чтобы научиться концентрироваться и очищать свой разум от повседневных забот. Это позволит вам лучше воспринимать и интерпретировать свои видения. Начните с простых медитационных техник, таких как глубокое дыхание и визуализация. Во время медитации представляйте себе, как вы открываете свой 3-й глаз, центр ясновидения, расположенный в области между бровями. Развивая свои способности к ясновидению, важно доверять своим интуитивным чувствам. Начните обращать внимание на свои предчувствия и внутренние подсказки. Часто они могут казаться необоснованными или случайными, но с практикой вы научитесь различать истинные предсказания от обычных мыслей. Проводите регулярные сеансы медитации и записывайте все, что приходит к вам в эти моменты. Обращайте внимание на синхронии и совпадения в своей жизни. Со временем вы увидите, как вы видите все. Вы выбрали огурец, что указывает на вашу уникальную способность чувствовать эмоции других людей и даже передавать свои мысли на расстоянии. Ваша экстрасенсорная сила – это эмпатия и телепатия. Эмпатия позволяет вам буквально прочувствовать эмоциональное состояние окружающих, будто их эмоции становятся вашими. Это очень мощный дар, который может быть как благословением, так и испытанием, ведь сильные эмоции других людей могут оказывать на вас значительное влияние. Чтобы развить свои эмпатические способности, начните с осознания своих чувств и эмоций. Учитесь различать свои эмоции от тех, что вы ощущаете от других людей. Это поможет вам лучше понимать, когда вы воспринимаете чужие чувства. Проводите время наедине с собой, занимаясь медитацией или йогой, чтобы научиться фокусироваться на своих собственных ощущениях. Это поможет вам укрепить свою энергетическую защиту и предотвратить перегрузку чужими эмоциями. Важно также вести дневник. Телепатия, в свою очередь, позволяет вам передавать свои мысли и получать информацию напрямую из разума других людей. Для развития телепатических способностей попробуйте упражнение на мысленное общение с близкими людьми.
Начните с простых практик, таких как мысленные послания. Представьте, что вы отправляете сообщение кому-то из своих друзей или родственников, концентрируясь на их образе. Попросите их мысленно ответить и попытайтесь уловить их ответ. Еще один способ укрепить свои телепатические навыки – это развивать свою интуицию и осознание энергий. Учитесь чувствовать энергетические потоки вокруг себя, обращая внимание на тонкие изменения в своем окружении. Практикуйте визуализацию и медитацию, чтобы лучше понимать и управлять своими энергетическими полями. Чем больше вы будете работать над развитием своих телепатических способностей, тем более чутким и восприимчивым вы станете к мыслям и эмоциям других людей. Вы выбрали клубнику, что указывает на вашу уникальную способность к целительству и работе с энергиями. Этот дар позволяет вам не только ощущать энергетические потоки вокруг вас, но и влиять на них, восстанавливая баланс и гармонию. Возможно, вы уже замечали, что ваше присутствие само по себе способно успокаивать людей или облегчать их боль. Целительство – это глубокая и мощная способность, которая требует от вас большого внимания и чувствительности. Вы можете использовать свои руки, чтобы лечить. Для развития своих целительных способностей начните с изучения основ энергетического целительства. Практикуйте медитацию, чтобы лучше чувствовать и контролировать свои энергетические потоки. Во время медитации визуализируйте, как энергия течет через ваше тело, очищая и исцеляя вас. Представляйте себе свет, исходящий из ваших рук, и направляйте его на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Практикуйте на себе, а затем переходите к другим людям, начиная с близких, которые доверяют вам. Кроме медитации, занимайтесь практиками, направленными на улучшение вашей чувствительности к энергетическим полям. Это может быть йога, цигун или другие энергетические практики, которые помогут вам лучше понимать и управлять своей энергией. Важно также следить за своим физическим и эмоциональным состоянием, ведь ваше здоровье напрямую влияет на вашу способность к целительству. Ведите здоровый образ жизни, уделяя внимание правильному питанию, регулярным физическим упражнениям. Помимо практических упражнений, развивайте свою интуицию и осознание. Слушайте свое внутреннее чувство, когда работаете с энергиями, и доверяйте ему. Важно учиться различать энергетические потоки и понимать, когда и где нужно направить свою энергию для исцеления. Проводите время на природе, чтобы лучше ощущать естественные энергетические потоки и учиться гармонично взаимодействовать с ними. Общайтесь с людьми, обладающими схожими способностями, и делитесь с ними своим опытом. Вы выбрали ананас, символизирующий вашу способность к астральным путешествиям и общению с духами. Эта экстрасенсорная способность позволяет вам покидать физическое тело и путешествовать в астральных мирах, а также получать важные сообщения от духов и сущностей, находящихся в иных измерениях. Возможно, вы уже испытывали состояние, когда ваше сознание выходило за пределы физической реальности, например, во время сновидений или медитации. Эти способности требуют глубокого понимания и контроля. Для начала сосредоточьтесь на практике осознанных сновидений. Это позволит вам лучше контролировать свои астральные путешествия и получить больше опыта в исследовании других миров. Перед сном установите намерение осознать себя во сне и запомнить свои переживания. Ведите дневник сновидений, записывая все, что вам удается вспомнить. Это поможет вам понять закономерности своих сновидений и научиться различать, когда вы находитесь в астральном путешествии. Одним из ключевых элементов развития ваших способностей является медитация и визуализация. Практикуйте глубокие медитации,
чтобы достичь состояния глубокого расслабления и готовности к астральным путешествиям. Визуализируйте себя, как вы покидаете свое тело и отправляетесь в исследование других измерений. Постепенно эти практики помогут вам лучше контролировать свои астральные выходы и понимать, как безопасно возвращаться в свое физическое тело. Для общения с духами и сущностями из иных миров развивайте свою интуицию и чувствительность к тонким энергиям. Учитесь распознавать присутствие духов и различать их энергии. Начните с простых практик, таких как медитация, с намерением связаться с духами. Обращайтесь к ним с уважением и открытым сердцем, спрашивайте совета и помощи. Важно также защищать себя энергетически, чтобы избегать негативных воздействий. Практикуйте создание защитных энергетических щитов и амулетов. Развивайте свои способности постепенно, уделяя время на изучение литературы и практик, связанных с астральными путешествиями и общением с духами. Найдите наставника или группу единомышленников, которые помогут вам на этом пути. Обменивайтесь опытом, делитесь своими открытиями и находками. Это не только укрепит ваши знания и навыки, но и даст вам уверенность в своих силах. Помните, что развитие экстрасенсорных способностей требует терпения и постоянной практики. Вы выбрали грушу, символизирующую вашу мощную интуицию и способность к предчувствиям. Этот дар позволяет вам ощущать будущие события и понимать, что должно произойти, даже если нет явных признаков. Возможно, вы уже замечали, что иногда у вас возникает необъяснимое чувство о грядущих событиях, или вы интуитивно принимаете правильные решения. Ваша интуиция – это внутренний компас, который направляет вас на вашем жизненном пути. Развитие этого дара потребует от вас внимания. Первый шаг к развитию интуиции – это научиться слушать свое внутреннее «я». Для этого нужно больше времени проводить в тишине и спокойствии, давая себе возможность сосредоточиться на своих чувствах и мыслях. Уделяйте внимание своим первым впечатлениям и инстинктам, даже если они кажутся нелогичными. Ведение дневника предчувствий поможет вам отслеживать свои интуитивные прозрения и находить закономерности. Записывайте все моменты, когда ваша интуиция оказывалась верной, и анализируйте. Также важно развивать свои сенсорные способности. Практикуйте упражнения, направленные на улучшение восприятия, такие как медитации, визуализации и внимательное наблюдение за окружающим миром. Во время медитации сосредоточьтесь на своем дыхании и постарайтесь почувствовать тонкие изменения в своем теле и разуме. Визуализируйте себя в ситуациях, когда вы используете свою интуицию, и представьте, как вы принимаете правильные решения. Это поможет вам укрепить связь с внутренним «я». Кроме того, важно обращать внимание на знаки и символы, которые посылает вам Вселенная. Часто наши предчувствия проявляются через внешние знаки, такие как случайные совпадения, необычные события или повторяющиеся числа. Учитесь замечать эти знаки и интерпретировать их значения. Ведите дневник синхроний, записывая все необычные события и совпадения, которые происходят в вашей жизни. Анализируйте их и ищите скрытые послания. Со временем вы научитесь видеть связи. Вы выбрали гранат, что символизирует вашу способность к яснослышанию и получению информации из других измерений. Эта экстрасенсорная способность позволяет вам слышать звуки и голоса, которые остаются незаметными для большинства людей. Вы можете воспринимать сообщения от духов, ангелов или даже от собственных высших аспектов. Возможно, вы уже замечали, что иногда улавливаете слова или мелодии, которые никто другой не слышит. Яснослышание – это дар, который требует особого внимания и практики.
Первым шагом к развитию яснослышания является тренировка вашего слухового восприятия. Начните с практик, направленных на улучшение чувствительности вашего слуха. Медитация в тишине и спокойствии поможет вам сосредоточиться на звуках, которые окружают вас. Закройте глаза и постарайтесь уловить даже самые тихие и отдаленные звуки. Это может быть шум ветра, пение птиц или даже ваше собственное дыхание. Старайтесь различать все эти звуки и обращайте внимание на то, как они воздействуют на вас. Для углубления своих навыков яснослышания попробуйте работать с техникой внутреннего слушания. Это включает в себя сосредоточение на звуках и голосах, которые исходят изнутри вас, а не снаружи. Во время медитации или расслабления постарайтесь сосредоточиться на внутреннем пространстве вашего разума. Вы можете начать слышать голоса, которые дают вам советы, предостережения или просто поддерживают вас. Записывайте все, что вы слышите, в дневник, чтобы потом проанализировать и интерпретировать. Важным аспектом развития яснослышания является защита своего энергетического поля. Работая с энергиями и слушая голоса из других измерений, вы можете сталкиваться с различными сущностями и энергиями. Важно научиться защищаться от негативных влияний. Практикуйте техники энергетической защиты, такие как визуализация защитного поля вокруг себя или использование амулетов и кристаллов для усиления вашей защиты. Это поможет вам чувствовать себя безопаснее и увереннее. Не забывайте также развивать свою интуицию и осознание. Учитесь доверять своим ощущениям и внутренним чувствам. Если вы слышите что-то, что кажется вам важным или значимым, прислушайтесь к этому и постарайтесь понять, что именно вам хотят сообщить. Ведение дневника с записями всех своих услышанных голосов и звуков поможет вам найти закономерности и понять, когда и почему вы получаете те или иные сообщения. Со временем вы научитесь лучше различать, какие голоса исходят от доброжелателей. Вы выбрали морковь, что указывает на вашу врожденную способность к яснознанию и получению информации напрямую из интуитивного источника. Яснознание позволяет вам сразу понимать, как решить сложные задачи или получить нужные ответы, не полагаясь на логический анализ или внешние источники. Это дар, который может проявляться как мгновенное осознание или интуитивные идеи, которые приходят к вам без явного объяснения. Яснознание требует тонкого настроя на свои внутренние ощущения и глубокого доверия. Чтобы развить яснознание, начните с обучения способам получения и интерпретации информации через внутренние ощущения. Практикуйте медитацию с акцентом на расширение вашего внутреннего осознания. Во время медитации сосредотачивайтесь на своем внутреннем состоянии и пытайтесь получить ясные ответы на вопросы, которые вас беспокоят. Позвольте своим мыслям свободно течь и прислушивайтесь к интуитивным озарениям, которые могут возникнуть. Интуитивные упражнения также могут помочь в развитии яснознания. Попробуйте практиковать интуитивные тесты, где вы ставите перед собой задачу и пытаетесь получить ответ через внутренние ощущения. Например, задайте себе вопрос и запишите первое, что приходит вам в голову, не задумываясь слишком долго. Затем сопоставьте свои интуитивные ответы с реальными результатами или фактами. Это поможет вам лучше понять, как работает ваше яснознание и как вам легче всего получать точные ответы. Не забывайте о важности развития доверия к своим внутренним ощущениям. Со временем вы будете учиться лучше интерпретировать свои интуитивные идеи и применять их в повседневной жизни. Обращайте внимание на свои предчувствия и интуитивные сигналы, даже если они кажутся необоснованными. Проводите регулярные сеансы саморефлексии, анализируйте, как ваши интуитивные знания влияют на ваше поведение и решения.
Постепенно вы будете чувствовать себя более уверенно в своих способностях и лучше понимать. Вы выбрали капусту, что указывает на вашу врожденную способность к психометрии, умению получать информацию о предметах и их истории через физическое прикосновение. Психометрия позволяет вам ощущать энергию и историю объектов, которые вы касаетесь, а также получать информацию о людях и событиях, связанных с этими предметами. Возможно, вы уже замечали, что, касаясь определенных вещей, вы чувствуете их историю или получаете внезапное осознание о том, как они использовались. Для начала практикуйте простые упражнения по психометрии. Возьмите объект, который вас интересует, и сосредоточьтесь на его физических ощущениях. Закройте глаза и постарайтесь почувствовать его энергию. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям и мыслям, возникающим при прикосновении. Записывайте свои впечатления и осознания о предмете, а затем сравнивайте их с известной историей объекта или информацией, которую вы можете получить от его владельцев. Также полезно работать с предметами, которые имеют значимую историю или эмоциональную нагрузку. Такие предметы часто несут в себе более сильные энергетические отпечатки, что делает их более подходящими для практики психометрии. Попробуйте находить старинные вещи, семейные реликвии или объекты, связанные с важными событиями. Прикосновение к таким предметам может помочь вам лучше развить свои навыки и углубить понимание своих способностей. Важно работать с различными типами объектов. Развивайте свои навыки психометрии, обучаясь методам очистки и зарядки энергии объектов. Научитесь очищать предметы от негативной энергии, которая может влиять на ваше восприятие. Используйте методы очищения, такие как простое мытье, освещение или использование кристаллов, чтобы убрать негативные энергетические следы. Также экспериментируйте с методами зарядки предметов положительной энергией, чтобы усилить их энергетические сигналы и сделать ваши практики более эффективными. Психометрия требует не только практики, но и глубокого доверия к своим ощущениям. Обращайте внимание на свои интуитивные реакции на предметы и учитесь интерпретировать их правильно. Постепенно вы будете развивать способность воспринимать и анализировать энергетические сигналы, что позволит вам использовать психометрию для получения важной информации и понимания окружающего мира. Ведите дневник своих практик и наблюдений, чтобы отслеживать свой прогресс и улучшать свои навыки. Дорогие мои, мир полон тайн и чудес, и каждый из вас обладает уникальными способностями, которые только ждут, чтобы быть раскрытыми. Выбрав свой фрукт или овощ, вы сделали первый шаг на пути к раскрытию своих экстрасенсорных способностей. Помните, что развитие этих сил требует времени и практики, но с каждым днем вы будете становиться все сильнее и увереннее в своих возможностях. Не бойтесь экспериментировать и доверять своим чувствам. Ведите дневники, медитируйте и делитесь своими успехами с другими. Мир волшебства открыт для вас, и я рада быть вашей проводницей на этом пути. До новых встреч, и пусть ваши дни будут наполнены светом и чудесами.